Работал у нас в детской поликлинике кардиолог Эдуард Ефимович. Как и все мы, летом он на 1-2 месяца отправлялся в пионерский лагерь служить врачом, за кухней следить, детей взвешивать, тумбочки проверять, порезы зеленкой мазать, если чего серьезнее не случится. Тьфу-тьфу-тьфу. Было тогда ему лет 38-40. Спортсмен, волосы, соль с перцем, слегка кучерявый, восточный профиль, глаза, брови. Нравился женщинам не слабо. Как-то он рассказывал историю про себя. 1985 год. Борьба с пьянством в самом разгаре. За выпивку начали не просто в отпуск зимой отправлять и очередь на квартиру переносить. Уволить могли запросто, с любой должности. Все очень серьезно, не по-детски. Последняя августовская смена в пионерском лагере, последняя ночь. Все как обычно. Дети не спят, бегают по соседним палатам, мажут спящих зубной пастой и зеленкой. Вожатые делают вид, что бегают за ними, иногда выпивая вина, водки или брашки. Не пьянство ради, традиции для. Я тоже не сочковал. Что я, не врач, что ли? Ночь прошла нормально. Рано с утра покормили детей и по автобусам. Через час-полтора приехали в город к драмтеатру, высадили детей, раздали родителям, лишних не осталось, все в порядке. Еще по стаканчику и потихоньку домой направился. Там уже стол накрывают, и смена закончилась, и сразу после обеда мы с моей женой Надеждой в отпуск к моей маме в Кишинев летим. Сентябрь, бархатный сезон, лепота. И тут меня накрыло. Вино, бессонная ночь, вино, трясущийся автобус, вино, жара накатывает. И упал я под кустики на краю площади, просто вырубился. Народ наш лагерный уже разбежался по домам. Только медсестра Аня как-то увидела меня. Попыталась растормошить, поднять. Бесполезно. Я даже не мычал, спал просто сладко и в удовольствие. Она понимала, что меня за такие фокусы вытрезвитель или правком легко уволят. Да и просто нормальная была, не бросила, однако. К счастью, жила она совсем рядом, на Ленина 84. Кто-то помог меня слегка растормошить и поднять. Она чуть ли не на себе потащила. Ногами я, видимо, еще мог немного перебирать. Так и довела до своей комнаты в 4-комнатной коммуналке. Через 2 часа я проснулся, не потому, что протрезвел в холодке, а просто сухое вино отчаянно просилось наружу. Пытаюсь встать, бурчу что-то, а Аня чуть ли не набросилась на меня, рот ладошкой затыкает и шепчет в ухо, чтобы я прекратил шуметь. Я, ничего не соображая, но очень писать хочется, пытаюсь встать, а она меня удерживает и рассказывает шепотом. Короче, соседи у нее не просто не сахар. Жизнь кому хочешь отравят. А она девушка порядочная, живет одна, и если соседки-старушки увидят в ее комнате мужчину, то жизни ей не будет совсем, заклюют в усмерть. Я ей, конечно, сочувствую искренне, но писать мне меньше от этого не хочется. Наоборот, резервы организма на пределе, о чем я, как честный человек, ей и заявил. Ладно, что она медсестра, притащила ведро какое-то, вышла, вернулась, забрала ведро. Уф, жизнь налаживается. И тут до меня наконец-то доходит, что я уже 2 часа как должен быть дома, чемодан закрывать, что жена, тесть, теща, кум и прочие многочисленные родственники сидят за столом, вернее, уже не сидят, а обрывают телефон коллег, скоро по больницам начнут звонить. Пипец! Объясняю Ане шепотом и жестами, что ее жизненный уклад мне понятен, и даже когда-то где-то был я близок по ментальности,
Однако, если я немедленно не появлюсь дома, то соседки-старушки ей божьими одуванчиками покажутся. Поприпиралась немного Аня и говорит: одной соседки нет дома, учапала куда-то с утра. Вторую она попросит сходить за хлебом, а третью уведет на кухню, про смену рассказать. А я должен сразу после этого тихонько выйти в коридор, открыть замок входной двери, выскользнуть бесплотной тенью и не захлопывать дверь, а тихонечко ее прикрыть. Вот, кряхтя, ушла соседка в магазин. Вот вторая возится на кухне. Аня там тоже отчаянно брякает чайниками, создавая мне звуковую завесу. Вот я, сняв туфли и держа их оба правой рукой, щепоткой сверху, в носках, на носочках, крадусь по коридору к ободранной коммунальной дверце на свободу. Вот левой рукой отвожу щеколду, громкий скрип двери, но сзади, там, где соседка якобы учапала с утра. И непередаваемо удивленно, восторженный, радостный, грассирующий до боли знакомый голос чуть ли не кричит: «Здравствуйте, Эдуард Ефимович!» Туфли с грохотом падают на пол. Я, шаркая на всю квартиру, одеваю их, с громким щелчком открываю дверь и уже на выходе, даже не оборачиваясь: «Добрый день, Белла Абрамовна!» А чего оборачиваться-то? Голос лучшей подруги своей тещи я и так прекрасно знаю, как знаю и то, в каких красках и с какими эпитетами она будет с придыханием рассказывать все в картинках. А мне кто поверит после туфель в руках и носочках на носочках? Через полчаса я дома. Белла еще не успела позвонить. Все радостно взволнованы. «Эдик, мы тебя чуть не потеряли, уже волноваться начали. Скорее за стол, такси уже здесь, пора в аэропорт». И прочие потрясающе провожающие хлопоты и возгласы большой и пока еще дружной семьи. Прилетели к маме в отпуск. Я от каждого телефонного бряканья вздрагиваю. Все жду звонка жене от тещи. Сломя голову, бегу через всю квартиру. На пляж не хожу, боюсь звонок пропустить. Ни сна, ни аппетита, естественно. Через 3-4 дня мама меня поймала на кухне, приперла, допросила. Я раскололся, все как было рассказал. Ну да, сынок, ну да. Я тебе, конечно, верю, как поется в известной песне, но не представляю, чтобы кто-то еще в это поверил. Помочь я тебе ничем не могу, но отпуск ты проведешь спокойно. Все звонки я беру на себя, никто, кроме меня, трубку не возьмет. А дома уж как будет, так будет, ничего не поделаешь. Постарайся поспать. Через месяц мы летим домой. Настроение мое можете себе представить. Каких только картинок, встреч, вопросов, криков и массы остальных приятных вещей я сам себе не нарисовал, не представил. Самолет сел, все выходят. Я сижу, тяну секунды. Все вышли, и бортпроводница уже брови хмурит, и жена торопит. А я встать не могу. Такое бывает при сильном стрессе. Ноги отнялись. Кое-как, цепляясь за Надежду, встал. Она меня почти протащила пару метров. Рефлексы стали возвращаться, и я потихоньку захромал к трапу. В те времена от самолета к выходу в город пешком по полю шли. За забором уже никого, все своих встретили и уехали. Только встречающие нас теща с тестем стоят, руками так радостно машут, улыбается широко. «Ну где же вы? Мы же волноваться начали, все прошли, а вас нет. Надя, ты так загорела хорошо, посвежела, отдохнула. Эдик, а ты чего похудел так? И бледный весь. Ты болел? Что случилось?»
Смотрю я на фальшиво-заботливые лица и не верю, что этих двуличных людей, растягивающих удовольствие от моих мучений, я много лет любил и уважал. Приехали домой. Стол накрыт, тосты, охи-ахи, рассказы, вопросы. А про Беллу ни звука. Ну ладно, думаю, хрен с вами. Хотите понаслаждаться? Наслаждайтесь. Я тоже подожду. Прошел месяц. Я похудел килограмм на 7. Не сплю, аритмия появилась. На работе ничего не соображаю. Живу как зомби какой. Спиртное не берет, пью как воду. А после стакана водки отравление наступает. Подошли ноябрьские праздники. Стол, еда, выпивка. Все родственники в гостях. Шум, тосты. Теща напротив меня за столом. И я не выдержал. Оперся на локте, наклонился к ней через весь стол и почти проорал. «Мама, а что там, как ваша подруга Белла Абрамовна поживает?» После ответа я захохотал, заржал, даже не заржал, а загоготал, раскинул руки, сбросил все со стола, откинулся в хохоте назад, грохнулся вместе со стулом на пол и бился в натуральной истерике минут 5, пугая родственников. Меня полили водичкой, я успокоился, сел, налил, со вкусом выпил и еще с большим вкусом закусил. Никто из родственников так и не понял, почему я столь бурно, неадекватно, эмоционально отреагировал на грустный тещин ответ. «Ах, Эдик, в тот день, когда вы улетали в отпуск, у Белочки небольшой инсульт случился, и речь отнялась».